Так, где он там у меня был? Кажется, здесь. Ага, вот он. Вот этот самый пуэр на самом деле был закопан на глубину примерно 10 метров. То есть очень глубоко, такую сырую, хорошую землю, как и положено настоящему шу-пуэру. Ну, вообще-то нет. Добрый день, дорогие друзья. И сегодня мы продолжаем нашу серию «Азбука чая», которая ответит на самые распространенные вопросы о чае, разоблачит самые распространенные мифы о чае, ну и, конечно, будет полезно всем, кто начинает свой чайный путь, начинает знакомиться с хорошим чаем. И сегодняшняя тема, на самом деле, я вообще абсолютно не хотел на нее ничего снимать, потому что, казалось бы, сколько уже можно говорить о пуэре. Но все-таки меня убедили, что нужно это сделать, потому что продолжаются самые банальные вопросы о пуэре возникать. Меня спрашивают, наших гостей спрашивают, наших сотрудников спрашивают. Ну, вообще, в общем, это так иначе очень востребованная оказалась тема. Я решил сегодня, в общем-то, поговорить о пуэре. Будем разоблачать самые распространенные мифы, ну и вообще расскажем, что же такое чай-пуэр. Начну издалека. Вообще чай пуэр — это, пожалуй, по праву можно назвать самым древним чаем. Именно он появился в джунглях на границе Бирмы, Лаоса, Китая, севера Таиланда. То есть вот этот вот весь регион, который находится в Юго-Восточной Азии. И чай пуэр как раз возник именно там. Традиционно чай пуэр всегда делали с сырья больших дикорастущих чайных деревьев, и он разделялся, в общем-то, на только два подвида, то есть никогда не было такого большого разнообразия, как сейчас. Это был шен-пуэр, а также еще такой немного отличающийся от шен-пуэра чай, как белые почки, либо, может быть, дикорастущий чай, обработанный такой сильной обжаркой, прокаленной на котле. Он немножко отличался по вкусу, его называют еще хунцин, то есть такой вот как пропеченный шен-пуэр. По сути, других видов чая в Юнане не было в древности. Сейчас же мы знаем огромное количество сортов пуэра, и самый, пожалуй, известный, конечно же, это шу-пуэр или темный пуэр, который все, когда человек спрашивает, что такое пуэр, он сразу представляет себе шу-пуэр, и большинство людей, кто только-только начинает свой чайный путь или начинает знакомиться с чаем, они даже не знают, что существует какой-то еще другой пуэр. На самом деле, можно так очень грубо сейчас разделить пуэр, который существует на рынке, на три вида. Первый — это как раз шу-пуэр, который был изобретен в 70-х годах прошлого века. То есть это чай, который запустился в массовое производство не так давно. Второй сорт — это шен-пуэр или сырой пуэр, который, если человек не знаком с чаем, ближе похож на зеленый чай немного. Это чай самый древний, который делался всегда, и, по сути, его производство не прекращалось на протяжении тысячелетий. Его делают мало народности Юнане, сейчас уже не только Юнане, то есть подобный чай делается и на юге Сычуань, и в провинции Гуанси, и даже в других провинциях тоже подобные технологии иногда используют. Этот чай на самом деле используется для дальнейшего производства шу. То есть берется шен-пуэр, сырец, и ферментируется в больших таких кучах. Это примерно около 40 сантиметров слой такой чая, который поливается водой, накрывается такой нетканным полотном, либо, может быть, даже полиэтиленом, и около 60 дней длится ферментативный процесс. То есть этот чай на самом деле такой имеет землянистый вкус, который многие знают, и который многие и поэтому путают его и называют чаем, который закопан в земле, именно по той причине, что этот процесс ферментации очень длительный, и возникают весьма такие, скажем, нехарактерные ноты, которые очень сложно встретить в других сортах чая. Сам шен-пуэр, сырец, его делают из свежих листьев, собственно, то есть собирается свежий чайный лист, какое-то время он томится в тенечке. После этого обжаривается на высоком огне в таких вот котлах, либо когда это более массовое производство, это такая большая такая центрифуга крутящаяся, большой такой барабан, внутри, внизу он все подогревается обычным природным огнем, дровами. Прожаривается и после этого сушится на солнце. Если погода дождливая, бывает, что сушат под такими навесами тоже 2, 3, 4 дня, но обычно 2-3 дня, не больше, в зависимости от погоды, может быть, немножко дольше процесс идет. И все, и после этого полуфабрикат готов. Это тот самый шен-пуэр. В дальнейшем его могут спрессовать в блины, либо оставить в виде рассыпного чая, но так или иначе это чай уже готовый. Шу-пуэр — это по сути продолжение этой технологии, то есть когда этот самый сырец
берут, складывают в кучи, о которых я уже говорил, и ферментируют. Вот. Тоже после того, как он готов, кучи ворошат, еще подсушивают, вот, и уже дальше прессуют блины. Прессовка блины очень просто происходит, просто чай распаривается и прессуется. После этого сушится либо в сушильном шкафу, либо сушат естественным путем просто на солнце там, или где-то еще. То есть это уже сильно зависит от, скажем, пожеланий, потому что если есть время, есть площади для сушки, то сушат естественным путем, так он получается более ароматный. Если же времени нет, и нужно ускорить технологический процесс, то сушат уже в сушильных шкафах. Также существует еще сорт пуэра, который сейчас тоже распространен уже, который называется цзэя, или пурпурные почки. Или еще его отдельный подвид, отдельный культивар цзэцзюань, или пурпурная острия. Это видоизмененный в первом случае природным образом, во втором случае селективным чай, который имеет такой пурпурный цвет настоя, иногда и аромат такой весьма необычный, но его часто относят к шэн-пуэру. И последний вид еще это ябао, или белые такие почки пуэра, и некоторые его подвиды, такие как инья, золотые почки, которые тоже собираются с тех же кустов, с того же сырья, просто в разные другие сезоны и имеют такой белый цвет настоя, часто их относят к белому чаю. Хотя на самом деле это, в общем-то, тоже шэн-пуэр или байхао-пуэр, то есть пуэр с белым ворсом. Вся эта группа чаев, это все вместе можно называть тоже пуэры, потому что они все делаются провинцию Юнань и делаются с того же самого сырья. В общем, как вы поняли из моего такого рассказа, я постарался сделать его максимально понятным, хотя на самом деле рассказать технологию производства чая не так просто, поэтому если вас что-то так показалось сложным или удивительным, не удивляйтесь. Это на самом деле еще только цветочки. Так вот, как вы уже поняли из моего рассказа, естественно, никто никакой пуэр в землю не закапывает. Просто это длительный процесс ферментации, во время которой разрушается структура листа, получается абсолютно другой вкус и аромат, такой, по сути, воту или влажное скирдование, как это называется на китайском. И поэтому чай приобретает такой необычный вкус. От того, насколько крут, скажем так, технолог, зависит качество этого чая. Далее шу-пуэр, который самый популярный, он градируется на 9 категорий, от номера 9 до номера 1. Просто по номерам ED, RD, SAND, то есть первый номер, второй номер, третий номер. Также есть еще TEDZI, высший номер, Гунтин, дворцовый пуэр, это большим содержанием почек, и Дадзинья, большие золотые почки, это самая высокая категория шу-пуэра. В общем, вот так вот категоризируется, разделяется на подвиды пуэра. Теперь же мы перейдем к мифам, которые распространены о чае. Самый, конечно, главный миф я уже разоблачил, это пуэр и земля. Второй главный миф – это пуэр вставляет. Но на самом деле это не то, чтобы прям очень миф, потому что пуэр действительно довольно сильно действует. Я вот даже еще его не попил, но я уже чувствую его вайб на себе. Сейчас я только попью все-таки. Вот, и он меня достаточно хорошо бодрит. Пуэр – это идеальный чай для начала дня. Если мы говорим о шу-пуэре, если мы говорим про шэн-пуэр, светлый пуэр, то чаще всего его пьют днем либо вечером, в зависимости от ситуации, но, естественно, не перед сном. Вот. Но шэн-пуэр очень хорош после еды. Например, когда очень плотно поели жирную пищу, то шэн-пуэр идеальный источник витаминов, очень быстро помогает переваривать пищу, также еще ускоряет метаболизм. Кстати, именно поэтому шэн-пуэр очень много поставляется в Синьцзян, в Тибет, и вообще во всякие горные отдаленные районы, потому что там очень скудный запас свежей пищи, витаминов, и пуэр является их источником, а также очень часто пуэр бывает еще и очень мощным средством для переваривания большого количества жирной пищи, которую едят в горах, потому что там часто это мясо, сало, то есть такое масло, жир, вот, и без такого большого количества мощных компонентов, которые есть в шэн-пуэре, довольно сложно с этим справиться. Поэтому это такое, можно сказать, сильное топливо для горных народов. В древности пуэры очень часто заваривали вот в таком вот абсолютно виде, как вы сейчас видите, то есть вечером, значит, у костра, сейчас у меня тут роль костра исполняет очаг, большой чан. Сначала это было даже просто как некая такая похлебка, то есть с едой вместе туда добавляли чай, и получалась такая питательная похлебка. Сейчас в Тибете и других горных районах часто готовят пуэр вместе с жиром, с маслом, и тоже получается такая очень питательный, такой мощный напиток с солью. Так же, как у нас, например, есть калмыцкий чай, там, или в Средней Азии делают тоже соленый чай. Вот аналогичные есть рецепты и в горах Китая.
Вот. Но в современное время пуэр употребляют похожим в стиле гунфу-ча или пинчха, то есть традиционное китайское заваривание. Можно также его варить. Он самый неприхотливый к завариванию чай. Про пуэр может так много рассказать, что я постоянно отвлекаюсь от вопросов, которые пытаюсь раскрыть. На самом деле это очень непросто. Дело в том, что шу-пуэр на самом деле действительно очень сильный энергетик, и когда я начал говорить про вот это вот вставляет, пуэр там прет и так далее, все вот эти вот легенды и байки, конечно же, за ними стоит реальный факт, что пуэр очень сильно тонизирует. Вот. Даже многие его сравнивают с кофе, и это такое идеальное начало дня, когда вы утром завариваете кружку пуэра там, или просто проливаете его по-китайски, это уже на ваше усмотрение, и получаете идеальный, очень такой бодрящий, хороший напиток. Поэтому пуэр достаточно нежно действует на желудок. Некоторые даже пьют его натощак, хотя и лично я бы не рекомендовал пить его натощак. Все-таки желательно после завтрака, очень хорош. Кроме того, еще и пуэр очень хорош с собой в термосе. То есть берете шу-пуэр, кусочек, положил в термос, и, в общем-то, можно в течение дня этот пить, там несколько часов как минимум, даже иногда подливаясь туда кипяточка, получается тоже отличный напиток с собой в машину, в дорогу, на работу, еще куда-нибудь. Если говорить о пуэре и кофе, даже не о чае и кофе, а именно о пуэре и кофе, то, пожалуй, главным плюсом пуэра является его длительность действия и гораздо меньший эффект на сердце. Потому что пуэр, будучи тоже достаточно сильным по эффекту, и в нем содержится очень много кофеина и других алкалоидов, так и содержащийся в пуэре кофеин, он имеет более сложную структуру, чем кофеин, который в кофе, то есть он более связан, в нем больше всяких разных компонентов, то он также усваивается организмом гораздо дольше. И получается более такое мягкое воздействие на сердечную мышцу, и нет вот этого эффекта от кофе, когда вы резко попили, вас тут же мощно взбодрило, но потом также и сильно, в общем-то, вас отпустило это состояние, и вы испытываете упадок, вам нужно снова следующую кружку кофе быстренько догнаться, значит, и таким образом вы устраиваете болтанку для своего сердца, это не очень полезно. Чаем же этот эффект практически полностью исключен по той причине, что вы просто это состояние начинаете тоже получать, но гораздо более плавно. То есть пуэр воздействует, плавно поднимается до пика, где-то там через 40, может быть, минут, может быть, через час вы чувствуете пик этого эффекта, и потом плавно начинает уходить. И это действие может длиться буквально даже несколько часов, в зависимости от того, какой чай, в каком состоянии вы его пили, насколько вы были в этот момент голодны или нет. То есть это тоже очень индивидуально, но так или иначе это воздействие бодрящее, оно действительно в пуэре есть, и оно очень благотворно влияет на ваше состояние, при этом не имея практически никаких побочных эффектов. Поэтому, резюмируя, я скажу, конечно же, не стоит говорить, там, пуэр там штырит, колбасит и так далее. Это может только получить при интоксикации, когда вы выпили слишком много, чрезмерно. Вот, всегда нужно нормировать свое количество потребления, нужно посмотреть на свое состояние, насколько он на вас влияет, как-то контролировать этот момент. Но так или иначе, конечно же, бодрящее действие от пуэра налицо, иначе бы он не был, пожалуй, одним из самых популярных китайских чаев в России. И еще тоже достаточно распространенная байка в широко известных узких кругах, местах не столь отдаленных и так далее, то, что из пуэра можно варить чефирь. И то, что этот чефирь получается якобы, ну прям просто самый невероятный, самый мощный и так далее. Я сейчас, сказать, такого не пробовал, навряд ли мог бы советовать кому-нибудь варить чефирь, но тем не менее в каких-то особо трудных жизненных ситуациях, может быть, это и можно было бы делать теоретически. И я слышал, что действительно заказывают, даже у нас много было заказов, собственно, в колонию поселения пуэра, и они там, скажем так, пользуются спросом. Вот, по крайней мере, то, что я слышу, что в отличие, например, какого-то там обычного пакетированного чая или там рассыпного дешевого индийского, вот, из пуэра получается более мягкий такой напиток, даже если вываривать его до такого состояния безумного. И по этой причине он не так резко бьет, опять-таки, на желудок, на сердце и так далее. Поэтому, конечно же, я ни в коем случае не могу вам советовать приготовление подобных экзотических напитков, но все-таки, если вы уже в эту ситуацию попали, то я, по крайней мере, слышу информацию, что получается неплохо. Конечно же, хороший пуэр лучше всего заваривать именно вот в таком виде, как я сейчас завариваю, либо варить его, но вываривать его такими брутальными способами, как я только что описал, я бы лично не рекомендовал. Вы просто потеряете многие интересные ноты вкуса. А как же все-таки разузнать, какие же пуэра лучше всего выбирать и как получить вот этот самый замечательный вкус? Как я уже говорил, есть градация качества пуэра. Это несколько категорий. Во-первых, номерные, то есть ED, Санзи, то есть первый номер, первая категория, вторая категория, там, третья категория, да. Во-вторых, Тади, Гунтин и Дадинья.
Есть также всякие промежуточные тоже мелкие, скажем так, названия, но больше всего, конечно же, можно встретить именно эти. И когда вы видите приставку в пуэре, например, гунтин, это, как правило, означает, что он дворцовый, но при этом надо смотреть на его фракцию. Вот, то есть здесь тоже, это действительно должен быть мелкий лист, это действительно должны быть почки, вот, то есть это обязательно нужно тоже смотреть. Чаще всего пуэр можно определить даже по внешнему виду, примерно хотя бы понять, какая фракция листа, вот, насколько это крупнолистный чай, но какое там содержание почек, примерно сколько он хранился, так или иначе тоже можно увидеть по листу. Кстати, тут нужно вернуться обратно к шенпуэру, потому что для шенпуэра наиболее свойственно как раз выдерживание, хранение, и лист меняется очень сильно визуально. Вот такого светлого зеленого, немножко такого цвета хаки, он переходит в такие вот уже сухофруктовые цвета, коричневый, темно-коричневый и даже практически черный. И тут мы подходим к главному факту. Пуэр должен быть древним или старым. Я уже говорил об этом в моих других сериях, но, конечно же, такие определения, как 10-летний, 20-летний, 50-летний или сколько угодно летний пуэр, это ни в коем случае не самый главный фактор определения качества пуэр. Гораздо более важно сырье, какое было использовано сырье, как именно он был обработан, насколько именно качественно работал технолог, как он хранился, вот, и уже только потом, сколько он хранился. Потому что если хранить его в неподходящих условиях, например, слишком влажных или слишком сухих, чай может очень сильно испортиться. Кроме того, если вы, например, взяли очень дешевое сырье, кустовое, плантационное, то, конечно же, такой чай будет очень радикально отличаться от того, который, например, взято с прямоствольных деревьев, либо вообще с дикорастущих деревьев. Такой чай будет отличаться очень сильно. Все вот эти вот термины и определения, которые я сейчас кидаюсь, конечно же, сложно запомнить сразу, но чтобы вы понимали, что глубина, куда копать в плане изучения пуэров, достаточно большая. И эта глубина ни в коем случае не касается закапывания самого пуэра. Если же все-таки вернуться к определению того, какой пуэр купить, я всегда советую. Вообще, на самом деле, при любых случаях, когда мне говорят, как выбрать тот или иной чай, я, конечно, могу описать критерии, внешние примерные оценки, но ни в коем случае это не является какой-то константой. То есть даже когда вы посмотрели на чай, видите, что там много почек, он такой весь красивый, весь такой там сфотографированный, если это в интернете, или вы там посмотрели, или даже вдохнули аромат, все равно это неполноценное определение качества чая. Очень важно чай пить. Поэтому всегда я рекомендую, например, есть у нас там набор знакомства с пуэром или знакомства с чаем, где там 10-15 сортов разных пуэра, да, и вы можете их попробовать, оценить, там их небольшой пробник, да, там небольшая сумма, и вы сразу поймете примерно, о чем это вообще. Вот, попробуйте разные способы заваривания, попробуйте разную воду. Кстати, вода — это очень тоже важный фактор, причем не только для пуэра, но и вообще для всех чаев. Вода должна быть чистой, то есть это либо бутилированная вода хорошая, либо это родниковая вода, но самое главное, эта вода должна подходить и чаю, и должна быть не слишком жесткой и с нейтральным pH, примерно от 5, даже от 6 и выше. Ну и последнее, о чем стоит сказать, это, конечно, про заваривание. Так или иначе, я сегодня уже немного говорил об этом, но, пожалуй, стоит рассказать вообще вот более подробно. То есть, как я уже сказал, пуэр самый неприхотливый чай. Вот. Если мы говорим про шу-пуэр, то, пожалуй, вообще самый неприхотливый. То есть он может заварить и в кружке, может заварить и по-китайски внимательно, может сварить на огне, можно там просто в большом чайнике заварить настаиванием, как это делается в нашем традиционном русском или европейском чаепитии. Но что касается шенпуэра, то тут, конечно, уже нужно внимание, потому что, например, молодой шенпуэр, молодой сырой пуэр, он может немного выделять горечь, если вы его перезаварите. То есть, если вы положите слишком много, либо сделаете слишком долгую экспозицию, то есть это очень важный момент. Надо обязательно научиться понимать соотношение пропорций шенпуэра на чайник, также понять, какой именно у вас должен быть объем этого чайника, какая должна быть количество воды там, и так далее. То есть эти все моменты, они все меняются. Во-первых, у вас есть объем сосуда, во-вторых, количество чая, в-третьих, температура воды и даже ее количество в этом сосуде. И еще есть у вас длительность экспозиции, то есть сколько времени вы завариваете. Все это можно менять, поэтому, по сути, заваривание вы постоянно продолжаете учиться все время. Касательно белого пуэра или дзия и других экзотичных, более редких подвидов, к ним скорее относятся правила заваривания шенпуэра, то есть более внимательно с количеством, со временем заварки, и у вас все будет получаться, особенно если вы будете постоянно практиковаться. Лучший способ научиться заваривать хороший чай — это просто делать это постоянно. То есть кроме как практическим таким вот тренировкой, постоянным завариванием, вы никак иначе не сможете получить идеальный напиток.
Кроме того, что чай можно заварить проливом по традиционному китайскому способу, надо сказать, что он еще и довольно долго держит такое заваривание, то есть получается достаточно много экспозиций. То есть в данном случае, например, сейчас я здесь завариваю чай, который сделан в регионе Дзингу. Это, можно сказать, сердце провинции Юньнань. И там как раз делают в том числе и байхао пуэр, и даже красный чай, и много чего еще другого. И именно оттуда я вот, собственно, получил вот этот вот чай. Это шу пуэр, сделан весной этого года, достаточно молодой. Вот, сделан он по принципу смешения всего сырья кучи, то есть это такой туйляо, когда смешивается вся куча, и оттуда не выделяются почки, не выделяется там гунзин, то есть это полностью все вместе, даже вместе с образующимися на поверхности кучи такими комочками. Вот, получается такой вот очень интересный вкус, более такой мощно насыщенный. Некоторые любители чая любят именно такой, и я тоже люблю такой шу, но не только его, естественно. Еще один такой довольно важный вопрос, часто спрашивают, а можно ли пить пуэр детям? Ну, я скажу, у меня вот 2 детей, на данный момент 6 и 9 лет, и они иногда пьют чай, не очень много, но я бы лично не рекомендовал пить, конечно же, на голодный желудок, конечно же, перед сном и много. То есть лучше разбавлять, небольшая пиалочка, иногда 1-2 пиалочки можно попить, особенно после еды, но самое главное, ни в коем случае не перед сном, и если нет каких-то противопоказаний к содержащимся в чае компонентам. Ну, на этом, пожалуй, все. Я вам пожелаю приятных чаепитий, почаще бывайте на природе, пейте хороший чай. До новых встреч!